на вулкан Батур совершенно случайно по дороге на Сикумпу. Попали на такую красоту. Мы приехали в геопарк Батур. Честно говоря, заехали сюда совершенно случайно по дороге на Сикумпу. Мы, как обычно, купили билетики у нас по какому-то странному... Билеты стоят 50, с нас содрали 51 с человека. Ну ладно, наверное, это за байк. Вот так он называется. Саламат Халан Теримакаси. Вот, и я уже посмотрела, здесь такой шикардосный вид. Пока еще не видно озера, но зато видна гора. И я так понимаю, что до озера вот можно доехать по вот этой дороге. Мы построили себе маршрут по навигатору до Сикумпула, и нас провели вот сюда. А у них платный вход не просто вот к озеру там, или на смотровую. Их прям вход платный на эту зону. И по идее мы можем здесь уехать, поехать на Сикумпу, заплатив эти 50 с лишним с каждого, а можем остаться здесь и посмотреть вот на этот вид и на это озеро. Это гора. Это же вулкан Батур, верно? Да. Вот это озеро. Я думаю, что можно вот по этим проехаться дорожкам ближе к самому озеру. Господи, как в этой дымке все это смотрится. Сегодня такая погода и очень низкие облака. Слушай, а там, по-моему, дождь. Да, там идет дождь по-любому. Там идет дождь. Красота вообще. У нас пошел дождь. Мы зашли в какой-то Like View ресторан, наверное, приотельный, чтобы как-то его переждать немного. И я так понимаю, что это будет лакшери ресторан. Красиво. Там можно на улице посидеть. Можно на улице. Только там, наверное, холодно. Видимо, что холодно, попробовать можно. Я так думаю, что здесь будет все-таки очень дорого. И все равно меня потянуло на улицу. А почему бы и нет, кстати? Может, там... Вот, не на краю, туда, назад. Пойдем назад? Пойдем. Я чувствую, что этот дождь надвигается на нас. Вот этот весь полный ливень. Нет, я думаю, это дождь. Сюда ты хочешь? Да, сюда. Стороны? Хочу быть с этой стороны, не знаю почему. Чтобы все видеть. Я и так все увижу. Все мы все увидим. О, вообще холодно, если честно. Это до нас доходят просто эти брызги. Брызги от дождя. Ну, сейчас реально время просто пересидеть где-то. Потому что ехать туда, что-то как-то мне неохота совсем. В общем, пошел дождь, а мы пошли за едой. В общем-то, получается 3000 на двоих, и мы берем все, что хотим. Включен чай и кофе в этот вопрос, а остальные там соки и остальные дринки, они уже за отдельную плату. Я буду пробовать. Ух ты, он такой густой. Наверное, вкуснотища. Кстати, я не положила тебе плюшку. Приходится постоянно вот так вот идти с тарелками, потому что у них здесь совершенно нет подносов никаких. А у нас тут уже конкретно заливает. Теперь идем искать второе блюдо. Что тут у нас есть на второе блюдо? Есть обычный рис, есть рис по индонезийскому стайлу жареный. Потом у нас есть лапша и что-то только что принесли. Вот я, наверное, это попробую. Ага.
Potato Swiss, непонятно чем, в общем, какая-то картошка. Если картошка, я тоже хочу. А, картошка, наверное, она сзади, а это спринг ролл. Вегетарианский спринг ролл с какими-то там соусами. Наверное, это вот он и есть, сладкий соус. И я лично себе возьму не картошку, а рис вот такой. Что? Я просто улыбаюсь. Люблю я жареный рис. Это единственная еда в Азии, которую я могу есть нормально. Это, походу, дела кукуруза какая-то, я не знаю. Я тогда не хочу кукурузу. Я возьму себе одну, попробую, что это. О, какой дождь ливанул. Ну что, куда пропал Лесин? Тыквенный суп довольно сладкий. Такое ощущение, что они сюда добавляют еще карри. Но мне пойдет. Нас вот сейчас заливает. Ну, вернее, у нас тут все в порядке, нас даже не трогает дождь. Но это просто... Мне это как удачно, что мы сюда завернули, правда? Как тебе супчик? Он остренький, вкусненький. А вот эти квадратики, они напоминают нашу капусту, только не вкуснее. Вкуснее? Вкуснее, да. Давай мы с тобой махнемся. Я тыквенный никогда не пробовал. Да ладно. Да, куриный острый. Мне что-то как-то даже он больше нравится. Может, я его доем. Тебе что-нибудь принести? Вилку. Суп нереально острый. Здесь, в Азии, мы, несомненно, пользуемся антисептиком. Наверное, из-за того, что, во-первых, сейчас время такое, во-вторых, здесь, в принципе, не лучшие санитарные условия, и всегда перед каждой едой, особенно руками, мы, так как сейчас Коля, мажем себе руки. А я тем временем руками решила попробовать вот эти вот спринг-роллы. А что это? Что там Спринг-роллы. Внутри морковка, внутри? морковка и капуста. И все это обжарено в тесте, во фритюре. И с этим кисло-сладким соусом он вообще просто обалденно, очень вкусно. Я очень хочу рис. Дайте мне рис. Сейчас мы будем пробовать мяско на гриле. Необычные специи. Она довольно-таки остренькая. Эта специя похожа на хрен. Сейчас дождь прошел, вулкан Батур нажил свою вершину. Можно видеть, созерцать его прям с самого подножия до самой макушки. Вообще могу сказать, это полный кайф, что мы сели именно в этом месте. Сейчас дождь немножко утих, стало достаточно тепло, и снаружи ты понимаешь, что здесь гораздо прикольнее, чем внутри. Рис, как всегда, довольно остренький. Типичный азиатский рис с овощами. Довольно вкусный. Здесь овощи, морковь, лучок, порей и, по-моему, лук зеленый, рис и какой-то перец. Все это обжарено, и по ощущениям это реально очень классно. То есть это самое то, что я ем в Азии. Больше я ничего в Азии не ем. Ну, это 100% кукуруза в панировке. Обычно кукуруза в панировке. Ничего особенного. Я взяла себе курочку, попробовать, что такое темпура, и еще немножко риса. Я могу сказать, что за 150 тысяч человека что ешь все, что угодно, сколько угодно. Это просто блаженство, это реально дешево. И я молчу про то, что мы за эти деньги сидим в таком виде, с таким видом, и едим много и все, что хотим. Коля попробовал тунец на палке, но так и не понял, что это тунец на палке, но было вкусно? Да. Было вкусно. Ой, у нас опять гром, и по ходу дела скоро опять дождь.
Такое сложилось впечатление, что дождь свалился в эту яму вокруг Батура, прошелся над озером. Кстати, озеро сейчас как будто бы даже зеленое. И вот ходит эта туча кругами, и все, вырваться не может из этого водоворота, наверное. Мы пьем этот шикарный чай. Здесь отчетливо чувствуется лемонграсс. Мне кажется, даже лайм. Ну, они похожи, поэтому не отличишь. Мята, естественно. Кстати, у тебя мята? Да, дайте тебе. Вилочкой можно мне мяту, пожалуйста? Я обожаю мяту. Шикардосно. Солнце прорывается через облака, Да, скоро выйдет солнце. и свет обрушивается на озеро. Я хочу попробовать вот этот кейк. Он с корицей. Очень вкусно. Действительно, облака просто не уходят с вулкана. Был момент, когда облака ушли, да? Было такая, может быть, 5 минут, было так мило видеть этот кратер, там солнышко даже прорывалось, а сейчас опять Сейчас облака. это вот небесная рубаха зацепилась за вершину, и, Да, облака сейчас видать, она порвется, и мы увидим солнце. Я только не понимаю, дождь вообще закончился или это с крыш падает? Ну, вроде как дождь закончился, дороги мокрые, байк мокрый, шлем мокрый. Отлично, заехали. Становится холодно опять. Тучи так и не разошлись. Наверное, в этом регионе вообще очень много дождей, туч, потому что, ну, наверное, наверное, река и вулкан, и здесь постоянно сосредоточение туч. Поэтому мы сейчас поедем, наверное, вниз к реке. А вот насчет водопада я уже не уверена. Сейчас здесь так холодно, и такое ощущение, что мы в Питере обычным летом, когда вроде летом прохладно, в общем, совсем не похоже на Бали, на Азию, на экватор. Но это удивительно. Удивительно, что мы находимся в самом центре Земли, и здесь не жарко. Это круто, реально. А вот там, между прочим, уже солнышко появляется. В общем, за 300 тысяч мы получили кучу еды, офигенный вид, бесконечное, бескрайнее удовольствие. Ну, правда, дождь до сих пор еще идет, но мы были, по крайней мере, защищены от дождя. Здесь такие интересные раковины. Я удивляюсь, насколько здесь у них везде чисто. В общественных местах реально чисто. Это привет, Европа. Господи! А если бы здесь было сейчас сухо, не было бы дождя, я бы могла полетать на этих качелях с видом на вот это. Не надо, мне холодно и мокро. В этом регионе всегда такая пасмурность, так много облаков, туч, особенно в сезон дождей. Мы к этому были готовы, но не думали, что это настолько нас настигнет. Я не думала, что могло так залить. Вот видите, вот там вот вулкан. Вот там вот вулкан, и его абсолютно не видно. Мы, конечно, поели, все дела, расплатились, но ехать нам сейчас в такую погоду просто не вариант. Обалдеть.
Здесь такие вот качельки есть с видом. Сейчас дождливым. Но вообще здесь очень красиво. Прям бомбически круто, в такую погоду даже. Ты что там, ногами помогаешь?